слабосильные и толстые, как выглядели скифы и сарматы. Суровая жизнь в бескрайних и холодных степях должна была выковать людей с выносливыми телами и железным характером. Степные волки, победившие Александра Македонского и Дария, стальной лавиной сокрушавшие римские легионы Краса. Это, вероятно, народы-богатыри не меньше, тем удивительнее реальность. Скифы и сарматы были далеко не в лучшей физической форме. Об этом пишут как историки-современники кочевников, так и современные ученые. Еще Гиппократ в своем трактате пишет о том, что скифы тучны, полны, болезненны, их женщины похожи на мужчин, а мужчины на женщин. Они неплодовиты и их половая функция слаба. Это он приписывал холодному и сухому климату Скифии. Современные археологи подтвердили удивительные слова греческого гения. После исследования костных останков выявились любопытные данные. Скифы в 25% случаев имели признаки существенных отклонений в работе эндокринной системы. У мужчин, по всей видимости, наблюдался дефицит тестостерона, а у женщин его избыток. Скелеты скифов и сарматов имеют следы длительного холодового и средового стресса, артриты, плохое состояние костей, хрящевые образования. Они редко доживали до 40 лет и страдали от множества хронических заболеваний. Физически они были слабо развиты, наблюдалось переразвитие мускулатуры спины, но недоразвитие икроножных мышц и рук. Вероятно, это следствие нагрузок на спину во время кочевий и стрельбы из лука, но очень слабой подвижности человека в целом. Они реально всю жизнь сидели на конях. У кочевников было очень плохое состояние зубов и множественные следы травматизма как от чужого оружия, так и от образа жизни. Это были довольно тучные люди, которые к 30 годам имели букеты хронических заболеваний. Лобный гиперостоз доходит до 30% у обоих полов. Он вызывает избыток эстрогена у мужчин и его дефицит у женщин. Оба пола как бы сравниваются в телосложении и характере. Вспоминаем слова Гиппократа о схожести мужчин и женщин по телу и поведению, что угнетающе действует на половую и родовую функции обоих полов. Свирепые мужеподобные женщины и вялые инертные мужчины – такова типичная модель скифского общества. Почему случились такие вещи? Прежде всего, питание сарматов и скифов было чрезвычайно однообразным. Молоко и мясо, редкие овощи и злаки, мало витаминов и аминокислот, почти нет рыбы. При этом высококалорийная диета сопровождалась пассивным образом жизни в седле или кибитке, в холодном и сыром климате, что замедляло обмен веществ и быстро приводило к ожирению. Постоянная мелкая травматизация при верховой езде угнетала половую функцию и вызывала болезни позвоночника и суставов. Не способствовал здоровью и постоянный нервный стресс в крайне милитаризованном кочевом обществе, где опасность повсюду и воюют и мужчины, и женщины. Быть может, такая физическая форма и определяла тактику в войне. Скифы предпочитали обстрелы и маневры, уклоняясь от рукопашной. Сарматы делали ставку на один удар галопирующей тяжелой конницы, и если он не давал эффекта, их дела резко становились плохи. Похоже, что в рукопашную 1 на 1 с тренированным греческим гоплитом или огромным германцем сармат или скиф имели мало шансов на успех. Внешне же скифы и сарматы являли собой довольно пеструю публику. Парадокс скифов состоит в том, что чем восточнее они проживали, тем более европеоидный облик имели. Так скифы Алтая имели огромное число североевропейских типов, крайне белокожих и светловолосых до самого последнего времени существования, когда наконец началась их метисация с аборигенным монголоидным населением. Черноморские скифы, напротив, имели явные южноевропейские черты. Вероятно, их они получили во время длительного похода в Ассирию. Этот темноволосый, узколицый и длинноголовый тип скифы передали антам, а те славянам племени полян, которые довольно сильно отличаются от прочих славянских племен. Сарматы в среднем более европеоидны, чем средние скифы. Объясняется это тем, что их прямые предки-андроновцы жили в некоторой изоляции в степи, отчего сохранили исходный тип. Сарматы – рослые массивные люди, со светлой кожей и светлыми глазами, волосы от русых до черных. Отличительная черта – очень большие размеры головы и ширины лица, как следствие общей массивности тела. Этот признак мы можем обнаружить и у казахов, часть которых имеет сарматских предков, а также осетин,
которые сохранили значительную часть сарматского облика, хотя и сильно смешанного с кавказским из-за неизбежных связей. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.